Польские истребители подняты по тревоге, стартовало путинское турне и кто во всем виноват. Крупный пожар в Киеве, там есть пострадавшие. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. По российскому Краснодарскому краю ударила ракета. Российская. Власти пока молчат. Ракета, ебте, блядь. Правительство Латвии выгоняет пенсионера-россиянина. Что ж такое творится-то и в чем подвох? Не знаю, что за строй в Латвийской Республике, что за национализм возрождается. Законопроект о мобилизации отправился к создателю. Вернется ли в зал для голосований? Да, у нас там было введено возможность о том, что будут арестовываться счета и так далее, то люди просто деньги начали забирать из банка на всякий случай. И это привело к негативным тенденциям в банковской системе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Поехали. Первый визит нового министра иностранных дел Франции состоялся, и приехал он именно в Киев. Там он поговорил со своим украинским коллегой про оборонное сотрудничество, про усиление ПВО и про поставки дронов для Украины. Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний. Прежде всего в юридической сфере для того, чтобы юридические и финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они могли производить как можно больше оружия. Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути, говорит Кулеба. Французский министр заверил, что Франция готова усилить способности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить на помощь в этой области. Польша снова поднимает истребители после сообщения об активности российской авиации. Об этом рапортует оперативное командование польских вооруженных сил. Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. В этом году подобная ситуация повторяется уже второй раз. До этого истребители поднимались в воздух 2 января во время атаки российских самолетов по Украине. Более активной стала реакция польских ВВС после того, как российская ракета влетела, а затем вылетела из воздушного пространства Польши. Правила мобилизации в Украине меняться пока не будут, а законопроект о мобилизации вернулся к создателю. И хоть Минобороны и говорят, что новая версия законопроекта уже готова, пока на голосование его не отправили. Более того, представители других политических сил в Верховной Раде заявляют о своей неготовности голосовать. К примеру, Юлия Тимошенко говорит о том, что некоторые положения, которые, скорее всего, останутся в законопроекте, просто неприемлемо. Чтобы разобраться в этом политическом раскладе, мы пошли за объяснениями к эксперту. Когда у нас там было введено возможность о том, что будут арестовываться счета и так далее, то люди просто деньги начали забирать из банков на всякий случай. И это привело к негативным тенденциям в банковской системе. И, соответственно, я думаю, что, конечно же, он будет принят. Пока какого, опять же, формате вам никто не сможет сказать. Очевидно, что симметричная война Украине не под силу. То есть, условно говоря, мы призываем 500 тысяч, а россияне, например, могут 2 миллиона прислать. То есть тут как бы несопоставимы потенциалы и по демографии, и по финансам, и по военной мощи. Очевидно, что для Украины более эффективной является асимметричная война, когда новыми технологиями Украина способна изменить ход войны. Как это было, кстати, в Черном море. Когда СБУ взяла под свое шефство несколько заводов и производителей, наштамповали этих дронов, Sea-Baby, эти Мамаи, Марички и так далее. И смотрите, что произошло. Фактически в асимметричной войне Черноморский флот России теперь дисфункциональный. Дальше там тоже встает вопрос, что делать с демографическим преимуществом россиян. Но очевидно, что в данном случае речь идет о том, что, наверное, лучше производить больше дронов, которые будут уже руководиться искусственным интеллектом,
будут фактически автономными боевыми единицами. И, например, если у россиян там 400 тысяч людей в Украине, то, наверное, на каждого россияна минимум по 3 дрона нужно делать. Отсюда мы выходим на цифры, кто должен работать в экономике, сколько людей должно находиться в армии. То есть это без комплексного такого подхода, ну, сложно только исходить вот из того, что кто должен быть в армии, как должен быть и так далее. Потому что очевидно, что Украине еще нужно переносить войну на территорию Российской Федерации для того, чтобы уничтожать их экономический потенциал. Путин открывает свои предвыборные гастроли. Началось все с визитов на Чукотку, затем Хабаровский край. Везде он пытается делать вид, что наводит порядки. А губернаторы соревнуются в том, кто больше накосячил. Когда ты говоришь о народе как семье, то ты, в принципе, таким образом настраиваешь на людей на то, что не нужны никакие особые там правовые институты. Какие институты в семье? Есть авторитет отца, да, и дети, они на отца, в рамках вот традиционной модели, я сейчас говорю, они кому пойдут на отца жаловаться? В суд, что ли, в прокуратуру? Вот. Они абсолютно все беззащитны перед отцом. Но поскольку отец добрый, да, и время от времени их чем-то там дарят подарки и кормят их, они вроде как ему должны быть благодарны, хотя, конечно же, претендовать на участие в принятии решений они не могут. Пожар в киевском ТРЦ «Космополит». Оттуда эвакуировано 200 человек, пишет об этом киевский мэр. Предварительно очагом возгорания стала детская комната. Загорелась на 4-м верхнем этаже здания. Пострадавших 3, они обратились к медикам и им оказали помощь на месте. Все работают, все в порядке, написал Виталий Кличко в своем телеграм. А в сети появляется видео, на которых пожарные спасают вещи из гардероба. Максим, Макс! Еще один пункт пропуска, но теперь в другой части украинской границы, заблокирован. Теперь румынские фермеры протестуют на КПП «Сирет». На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет». Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях. Странно, что протесты возобновились именно тогда, когда подтвердилась информация о строительстве магистрали от столицы к украинской границе. И именно через Румынию, и именно по этой дороге, именно через этот КПП из-за протестов польских фермеров должно было следовать украинское зерно в Европу. Правительство Латвии выдворило из страны 82-летнего россиянина. Как отмечают российские медиа, он соблюдал все правила для получения вида на жительство. Безжалостные латыши выдворили не просто пожилого россиянина, а главу Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. С одной стороны, я рад, что вот такой прием осуществляет российская сторона. С другой стороны, конечно, чувство горечи есть. Все-таки 57 лет, 13 членов семей. Осталось в Латвии. И не знаю, что за строй в Латвийской Республике, что за национализм возрождается. Пенсионер оказался настолько патриотом России, что теперь через суд будет добиваться своего возвращения из Псковской области в Латвию. Во всех деталях мы, обещаю, вам разберемся. А для того, чтобы разобраться вместе с нами, нужно подписаться на наш телеграм-канал, кроме того, что подписаться на наш YouTube-канал. Во Франции переплавят 27 миллионов монет.
Еврокомиссия решила, что они не отвечают требованиям ЕС. На монетах неправильно изобразили флаг Евросоюза. Законы позволяют менять дизайн евроцента в соответствии с национальными приоритетами каждые 15 лет. Но перед этим нужно получить разрешение от Еврокомиссии. Но французский монетный двор разрешения ЕС не дождался и начал выпускать монеты. И теперь должен взять на себя все расходы на перечеканку. На Краснодарский край упала ракета, российская. Власти перекрыли часть трассы. Глава Павловского района Роман Барахин заявил, что участок временно перекрыт, цитирую, в связи со специальными мероприятиями, которые проводят правоохранительные органы. Конец цитаты. Более расширенных официальных комментариев пока нет, есть только такие. Нихуя. Ракета, ебте, блядь. Между Павловской и Атамановской. Российские ракеты часто не долетают до своих целей, и часто их находят сами россияне. Добрый военком из мемов получил повышение и сразу стал вице-премьером в Забайкалье. Николай Захаров, которого вы сейчас можете узнать по вот этим картинкам, стал заместителем председателя правительства Забайкальского края РФ. У него была странная карьера с увольнением в 2011 году за расистские высказывания, ну или за раскрытие планов командования, тут трудно понять. А в 2014 его снова вернули на воинскую службу. И теперь вот вице-премьер Забайкалья. Россияне поймали польского наемника, взяли в плен и допрашивают. Начало похоже на анекдот, но на самом деле и дальше все выглядит как анекдот. Потому что, видимо, от страха он забыл польский язык. И такого великолепного польского нет даже в начале обучения. Jestem z miejsca Puławy. Pieniądze. Chciał zarabiać pieniądze. Byłem w Krymkach. Rosjanie zaczęli strzelać. Zaczął się szturm. Potem wybuch i wszystko. Oglądam obok. Niekiedy nie ma. Ukraińska armia uciekła. ЗСУ też uciekła. I po prostu został się jeden. No to wszystko. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно, ведь тогда YouTube понимает, что это интересное видео и стоит его показать еще кому-то. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.